Какой бы неоднозначной ни была первая часть в серии Tekken, она навсегда будет блеклым местом в истории, так же, как и первый Street Fighter на фоне второго. Причиной тому послужило вот это событие, которому я лично посвятил многие часы своей жизни. Это был мой первый и единственный по счету Tekken, который я застал в свое время. Обложка на моей пиратке от Парадокса была точно такая же. Большая голова Хача, девочки слева, пацаны справа. К сожалению, у меня ничего не сохранилось. Третий Tekken открылся мне много позже, когда уже появился доступ к компам и эмуляторам, а про оригинал я и тогда слыхом не слыхивал. Однако не будем утопать в ностальгических соплях и предоставим это дело кухонным профессионалам. Обновленная версия Теккена появилась год спустя. В народе бытует мнение, что именно так бы выглядела первая игра, если бы Намко не поторопилась с запуском. Не мудрено суть до дела, ибо второй Теккен по всем показателям превосходит первый. Как ни посмотри. В середине 90-х он был чуть ли не лучшим файтингом, как на PlayStation, так и в игровой индустрии в целом. Konnichiwa. PlayStation です。ナムコには鉄拳と呼ばれるもう一つ新しいファイティングゲームがあるんです。そう。痛いですね。В качестве главного геймдизайнера снова выступил Сейчи Иши, который нам известен как создатель Virtua Fighter, Tekken и еще пары других замечательных игр. В середине 95 года игра посетила аркадки, получила пару обновлений. И уже в 96-м появилась на Сонике. Консольная версия приобрела кучу разнообразных игровых режимов и крутецкие CGI-концовки, теперь же ко всем персонажам в игре, коих теперь было аж 25. Как мы помним, основатель турнира, старший из Мишим Хихачи, разбился, трагически упав с горы, и был признан мертвым. Казуя занял место главы мегакорпорации Мишима и начал свою жестокую политику тоталитарной направленности. Ровно 2 года спустя было объявлено о начале нового турнира с условием, что победитель в этот раз получит в 1000 раз больше. И зазвенели колокола. Из вступительного ролика все сразу понимают, что Хач совсем не умер. С неутешительным выражением лица он лезет обратно в гору, чем-то напоминая лого телекомпании Вид, от которого штормило и бросало в дрожь всех детей в то время. Казуя в этот раз злой, а Хейхачи оказывается добрым. Поэтому за канон следует считать ветку Хача. Ну а тут в линию Мишин вливается Джун Казама, девушка Казуи и впоследствии жена, бывшая. Турнир прошел, Хихач победил, все как обычно. Но что же теперь он будет делать со своим злым сыном? Ген демона так просто не убить. Пожалуй, сбросим его в кипящий вулкан. После окончания турнира Джун после таких сюжетных поворотов, естественно, сваливает к себе на родину. А тут уже уши третьего Теккена лезут. И на такой ноте завершается второй турнир Железного Кулака. По части геймплея ничего существенного не произошло. Управление в игре стало более отзывчивым, а приемы более удобными и понятными для выполнения. Лунная гравитация все же никуда не делась, да и с ней как-то веселей. Казуи дали сайдстеп, однако игра все еще находится в 2D на 90%. После победы в раунде можно сделать еще какой-нибудь добивающий удар, чего не было в первой части, что определенно накидывает очки харизмы игре. Во время паузы добавили возможность посмотреть мув-лист. Почему этого нельзя было сделать с самого начала, непонятно. Нужно отметить, что в мануале к игре, если кто-то вообще читает, есть список основных приемов для начального ростера и по одному 10-хитовику. Если бы сегодня вышел подобного рода файтинг без всех необходимых для адекватной игры функций, да его бы никто пробовать даже не стал. Но тогда это мало кого волновало, а сейчас в каждую новую дурачку добавляют столько детально прописанных инструкций и обучающих режимов, что резонно возникает мысль,
не держат ли нас за дебилов? Разнообразие пришло в игру вместе с новыми режимами, что по сравнению с оригиналом их вообще не было. Это существенный прорыв. Режим тренировки, в котором можно задать необходимые параметры для отработки нужных приемов. Очень полезный, если не самый важный и главный режим во всех файтингах, которому, по иронии, большинство игроков уделяет меньше всего времени. Теперь можно узнать, какой удар сколько наносит, где мид, где лоу, где в контр дать, а где захват порвать. Survival. Играем до победного. У нас одна жизнь, и нужно продержаться, пока либо тебя не сокрушат, либо играть надоест. Тайм-атак. Вроде как повышенная сложность, и необходимо победить всех оппонентов на время. По сей день в каждую божью игру вставляют этот бесполезный режим. Сначала они не знали, чем занять игрока, а теперь у них это вошло в традиции. Team Battle. Она же стенка на стенку. Набираем команду от 1 до 8 бойцов в свой заградотряд и идем сражаться. Довольно интересный режим, не в каждом файтинге его можно встретить, а играя друг против друга получается еще веселее. Видно, что ребята из Namco пробовали много разных вещей, что прослеживается на протяжении всей серии. И в конце концов он остается стандартный аркадный режим. Суть та же, что и всегда. Берем бойца и по завершению открываем нового. И так до победного, пока на экране не останется ни одного вопросительного значка. Без окон, без дверей, полногорница зверей, людей, ангелов, демонов, роботов. Невооруженным глазом видно, что картинку ко второй игре подтянули. Да так, что просто не верится, что такое вообще возможно на плойке. Если я был только в курсе про третью часть. Персонажи выглядят живо, видно, что душу вкладывали. А все эти CGI ролики, кино да и только смотреть одно заглядение. Даже сегодня игра смотрится достойно, ибо делали на совесть. Кстати говоря о концовках, теперь они есть у каждого персонажа, даже у динозавра и кенгуру. Несмотря на то, что это по идее один и тот же боец. Однако смысла в них не особо много. У Роджера это тупо прыгающий в закат кенгуру, а у Алекса немая сцена с родственниками. И да, люди в роликах все еще играют в молчанку. В звуковом подразделении у нас все в порядке. Все голоса те же самые, что были и в первой игре. Где-то улучшили, где-то подрихтовали. К примеру, Хач теперь звучит более человечней. Саундтрек в большинстве своем состоит из ремейков, переиначений и копипасты композиции из первой игры, но с парой-тройкой новых и весьма запоминающихся треков. Думаю, о втором Текене не всегда в голову лезет тема Мишель. Камера в игре залочена, и поменять ракурс теперь нельзя, однако если нажать на селект перед загрузкой боя, персонаж начнет толстеть. Повторить эту фишку можно лишь дважды, видимо потом совсем все будет плохо. Скорее всего это отсылка к Virtua Fighter Kids, где бойцы были с большими головами в чиби-стиле. Сила и дальность ударов при этом не увеличивается, только голоса становятся песклявыми. Причем это до того, как в игре начали появляться всякие бобы на полэкрана.いやー、だけど鉄拳は本当に素晴らしかったですよね。 И тут мы плавно переходим к новобранцам, отчаянным людям, решившим вступить в турнир Железного Кулака. Весь ростер с первой части на месте, две Мишими, ясен пень за дел семейных, а все остальные бойцы так, для массовки. А вот кому-то из них удастся стать победителем турнира. Из новых лиц у нас Джун, Байок, Брюс Лей, Алекс Роджер, Демон и Ангел. По какому принципу проводят отбор, не ясно. Хотите узнать, спросите у Харады. Робота Джеку обновили до Джеки 2, и с каждой новой игрой увеличивали его порядковый номер, за исключением третьей, и его тупо зовут Ганджек. Пару часов, дней или недели спустя все бойцы будут в игре разблокированы, и лого на заставке поменяется на злой взгляд мастера ЕФГФ. И кстати, ему за это дадут тот самый фиолетовый пиджак, который впоследствии он будет носить до пенсии. А вы в курсе, что можно поиграть в режиме от первого лица? Ну как в Панчауте на Денди. Да, в Текене. Как это вообще возможно? Возможно, только он здесь совсем не играбельный. Путем ввода кода можно открыть режим театра, где будут доступны все ролики для всех персонажей. Во время начальной заставки, пока горит фраза «Намка хороший», нужно зажать
вверх, вправо, селект, крест, круг. И если у вас получится, то появится отдельное окно, где можно будет посмотреть все ролики. Удобно, практично, аутентично. Еще в свое время ходили слухи, мол, Кума делает комбо, потом начинает танцевать калинку-малинку. А Лей может стрелять из своего пистолета. Но мы же знаем, что в Теккене не используется оружие, ну, в частности огнестрел. Да, у Йоши есть меч, но он, считай, один такой. Пока что. Как ни крути, а по какой-то причине вторая часть для меня остается самой любимой и интересной. Годы спустя я буду тепло вспоминать, как сидя на полу в зале перед телеком, кидал на пол джойстик, потому что в очередной раз слил на последнем боссе. Время идет, ты развиваешься и становишься сдержанней, но играя в онлайне можно все нервы потратить. Ребята из Намко хорошо постарались, и третья часть уже была не за горами. А во что это вылилось, мы узнаем в следующий раз. Хотя все и так знают, что получилось. バババババババ緊急事態緊急事態バババババババババあ、失礼いたしました。ちょっと昔の悪い癖が出てしまいまして。 Вот таким вот был Tekken 2. Это была передача Tekken Time, целью которой стоит развить и привлечь больше игроков в русскоязычное сообщество Теккена. В следующий раз мы посмотрим на третью часть, будет много всего интересного. Подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх, покажите друзьям это видео, быть может они захотят поиграть в Tekken. Но только не в Revolution.